Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, целевое управление душой. В данной теме я показываю, каким образом в случае, если мы рассматриваем именно прикладной аспект управления душой, то есть душа может осуществлять управление, в принципе, как бы в общем плане, действуя на субстанцию информации, так скажем, совершенно произвольно, да, то есть обобщенный уровень управления душой. В данном случае есть смысл рассмотреть именно прикладной аспект связи души именно с, во-первых, уровнем реализации управления, то есть душа может управлять, например, с точки зрения биологического аспекта управления. Предположим, если мы рассматриваем управление, которое осуществляет личность, с точки зрения того, как личность себя воспринимает, то получается, что именно целевое, то есть прикладное управление душой в данном случае реализовывается как система как бы некой идентификации души с точки зрения привязки, скажем так, души к личности человека. То есть, такая достаточно тонкая грань, душа по каким-то причинам, так скажем, привязывается к личности человека по иногда очень тонким уровням, так скажем, как бы внутренним. То есть внутри души есть собственный уровень опознания личности или физического тела человека. То есть, чтобы человек был вечный, душа не должна, получается, как бы терять из виду или там не опознавать физическое тело человека. Потому что вечная душа тогда в постоянном времени сливается как бы с физическим телом человека, реально, со всей реальностью и с человеком, и получает человека вечным. Поэтому вот система опознания, система личностного принятия решений в данном уровне, эта система все-таки такая, что когда мы говорим о целевом управлении, мы имеем в виду, что здесь достаточно многофакторный уровень связи. Например, если задать вопрос, каким образом Бог сочетает в себе возможности души, тела, например, да, и как Он вообще это как бы представляет, воспринимает внутренне, скажем так, душой. То есть если душа — это внешняя конструкция, да, с точки зрения анализа, то он воспринимает все-таки же душой тоже где-то, да, Бог. Получается, что здесь происходит очень стремительное сжатие информации. Вот человек — это уровень максимального по времени, получается, сжатия информации, так скажем, потому что один сегмент души Бога, когда он стремится к другому, то скорость должна быть очень высокой. То есть, чтобы вот мысленно представить себя, например, таким образом, что вы хотите увидеть как бы себя из своего же физического тела, да, надо тогда представить, что вы очень быстро переместились в соседний участок и посмотрели как бы на себя, да, что можно сделать только мысленно. И для тела, скажем, данное перемещение теоретически возможно, если там скорости в 10 раз больше скорости света, то тело как бы с точки зрения наблюдателя может быть таким как бы несколько как бы, такой вот трассирующий вид. То есть тело одновременно находится во многих местах, да? Свет просто идет быстрее. И тогда, получается, человек может, в принципе, физически получать эту информацию. Но ведь для Бога, если есть возможность мышления, для Бога это свершимо. Получается, что в пространстве мышления существует достаточно тонкая система управления, в которой можно так, в общем-то, делать управление целевое, что если мышление возможно в созидательном плане, да, в какое-либо направление, то значит это действие возможно. То есть возможность действия осуществляется только лишь возможностью мышления. Если мысль существует, то есть человек промыслил какое-то действие, то реализовать значит возможно. Потому что ведь Бог, когда Он думает, Он и реализовывает сразу. То есть у Бога мышление практически, вот в чем разница, что Бог, так скажем, некие абстрактные модели мышления вынужден создавать, как бы специально создавая искусственное пространство мышления, которое как бы не влияет, да, на реальность. Во всех других случаях он всегда влияет на реальность. И вот чтобы, предположим, скомпенсировать, то есть вывести себя в структуру
человека, да, как бы окончательно с точки зрения мышления, вот, которое не влияет. У человека не все мышление может влиять на реальность. Иногда он может просто мыслить или мечтать. Да? Есть понятие мечты, получается. То есть мечта Бога, например, не влиять может быть осуществима. Он мечтает не влиять, он не влияет. Он же может это делать. Мечта человека влиять может быть такой, что она осуществится. То есть как бы мечта может стать реальностью. Да? Получается, на уровне мечтаний, так скажем, да, Бог и человек вполне опознают предмет действия, как, например, этот предмет может возникать во сне. То есть что есть сон? Да? Мечта Бога и человека. Бога как личности и человека, который стремится что-то сделать. Да? Но это не осуществившаяся как бы, реальность вроде бы, да? Но с другой стороны, почему признаки опознания реальности во сне бывают точными, то есть прогностика и так далее. Потому что кое-где человек может видеть, что начинает формироваться реальность из мечты Бога и мечты человека. И получается, что он в эту реальность как бы попадает. То есть сон как трансформатор действия, где значит, системы, которые как бы не реализованы по цели управления, то есть Бог специально выводит в уровень себя мечты, чтобы не оказывать мгновенного действия. Он искусственно создает такое поле, да? А человек, наоборот, он стремится к этому, но не может достичь, например, сразу. И создается эффект действия реально, то есть нереальные, как бы, с точки зрения управления, да? То есть не целевые системы, которые в цели управления должны реализовываться, действия Бога и человека приводят к реальному действию. Человек во сне видит какой сюжет, и иногда это происходит, если прогностический сюжет, так начинает развиваться ситуация. Значит, с точки зрения сна человека существуют и в душе человека такие системы, которые, в данном случае вот надо обратить внимание, что я показываю человека с точки зрения все-таки опять человека, что существуют такие системы, которые позволяют, так скажем, системам восприятия, да, например, человек смотрит на свою душу и задается вопросом, а где вообще душа находится в данный момент? Ну, там, кто прогностически развит или у кого развито как бы влияние управления, он видит, где находится душа, может увидеть контуры, там, очертания там, и так далее. Да? Самый простой прием — душа соответствует физическому телу человека и находится как бы внутри, да, все понятно, видно оптическое свечение и так далее. Но реально душа спроецирована и может проявляться в разных системах, то есть здесь нужно видение. И получается, что исходя из этого, если вопрос задает человек, который, ну, например, не занимается там как бы долго тем, что он развивает управляющее сновидение, то есть он, например, просто задал вопрос, где находится душа, тогда что он должен делать, например, как он должен это понятие вообще определить, да? С точки зрения того, что вот существует душа, это может быть просто вера человека, тогда нет проблем. Но если, например, человек просто вот вопрос задал логически, тогда получается, что он попадает в пространство, где целевое как бы управление души не развито в это пространство. То есть душа в это пространство не действует. Тогда он начинает ее воспринимать как структуру умозрительную для себя. Но умозрительная структура начинает сталкиваться с реальностью системой души. Тогда возникает та внешняя реальность, которая переходит именно в логику реальности. То есть есть реальность как бы обычно, а есть логика реальности. Если задаться вопросом, как вообще Бог строил мир с точки зрения того, откуда вообще бралась логика, то логика бралась, вообще говоря, из как бы логической фазы реальности. То есть есть в реальности определенная как бы целевая конструкция или область, так скажем, да, поле некое, ну, где можно, например, рассмотреть понятие логики развития реальности. То есть логика — это абстрактно отдельное понятие. Если мы ведем такую логику, то так и будет. То есть мы можем, например, ввести другую логику, тогда можно дышать в воде, да, например. Даже есть такие механизмы некоторые. Там. Получается, что то есть есть система, там, например, глубоководная, которая позволяет через жидкость дышать. Не обязательно это вода. Ну, то есть мы можем создавать любую систему, в принципе, реальности, если мы хотим как бы видоизменить. То есть логика не всегда линейная. Что мы назначим, то и может быть логикой. И то же самое целевое управление души или даже душой — это тот уровень, который учитывает все-таки индивидуальные качества человека. Вот когда
цель исходит из души, и целевое управление, которое привязано, например, да, к душе, то здесь могут быть характеристики управления такие, которые достаточно могут быть, может быть, они незнакомы, то есть они могут быть совершенно новые, потому что меняется цель, меняется как бы новизна конструкции. И при этом вот эта вот функция целевого управления — это тот уровень, который позволяет создавать новые системы управления. Ведь если цель души одна, значит, в плане там даже каких-то обычных событий, то одна цель управления. Если мы меняем цель, то через уровень макрораспределения, который постоянно сохраняется, но под целью может меняться, цель другая. Таким образом мы создаем новизну. Вот как создать новизну? В целевом управлении душой можно создать новизну путем управления. То есть с точки зрения, например, Бога, ему все ясно, вот для него нового вообще ничего не существует. Вот это как бы достаточно необычная ситуация, но действительно так. Получается, что чтобы создать новизну, здесь нужно создать как бы пространство и структуры цели, и между ними что-то новое как бы почерпнуть, просто механически. То есть если мы имеем несколько целей, то все равно эти цели где-то находятся в каком-то пространстве. А вот между пространством одной цели, другой цели, оптикой, как бы выраженной оптикой одной цели, другой, что-то же существует. Мы можем брать и притягивать это в сторону души, но очень быстро. Если мы притягиваем очень быстро, то новизна более полная. То есть если медленнее, новизна начинает устаревать, и нам становится знакомо это понятие. Кстати, один из способов получения ответов, значит, просто-навсего брать некую новую информацию и тянуть ее к себе постепенно. Тогда она обрастает уже ответами и, в принципе, становится понятно. А вот чтобы как бы именно получить новизну, мы должны это сделать со сверхскоростью. Например, вот перед вами горизонт, вы можете на него посмотреть, тогда можете посмотреть как. Сначала о нем подумать, потом, например, подумать, что вот будет горизонт такой-то, и там, возможно, такое-то какое-то действие, а потом посмотрите, вам уже все знакомо, да, как бы неинтересно. А можно вот так специально просто идти, и вдруг резко повернуть голову и увидеть совершенно новое что-то. То же самое и здесь. Умение получить информацию новизны — это значит привлечь информацию как бы глубоко во внутренний уровень своей души со сверхскоростью. То есть душа должна открыться новой для вас. Тогда вы увидите что-то новое. То есть мгновенное действие внешнее к себе подразумевает одновременно практически получение доступа к себе на уровень новизны души, так скажем, да, в вашем восприятии. То есть вы видите новое в своей душе. И получается, вы смотрите своей душой на это новое. То есть вы попадаете как бы в зрение души. И тогда получается, что цель управления, которая существует у души, так же, как вы видите физическим зрением, и перед вами меняется структура, то есть как бы цель даже меняется, да, другого предмета или какого-то объекта информации. То же самое, когда душа смотрит, цель перед ней меняется практически мгновенно. Потому что она же смотрит все-таки на бесконечный мир, там даже больше событий, естественно, несопоставимо, чем просто человек смотрит физическим зрением. Хотя, конечно, с точки зрения информации, этот сегмент, на который он смотрит, соприкасается с бесконечным уровнем, значит, да, внешней информации. И вот здесь возникает тогда такая логика. Значит, у человека то поле — это поле логическое, что множество информации внешней, у души это реальное. Тогда, если задать, например, вопрос, а где живет Бог? Такой простой вопрос поставить. Где он живет, например, физически? То получается, что здесь ответить на этот вопрос с точки зрения человека вот в этой конструкции достаточно просто. Душа видит реальность, то есть для нее всеобщее — это и есть всеобщее, то есть она напрямую влияет на весь мир, так скажем. А логика связи физического зрения — это, вот как я сказал, как бы умозрительная система связи, что все элементы связаны друг с другом. Значит, тот горизонт, который вы видите, тот сегмент, связан как бы с бесконечной информацией. И вот когда вы начинаете подводить структуру видения души, то есть цель управления, где душа, кстати, создает бесконечное количество целей, то есть пространство новизны и пространство
как бы старое, где информация известна или абсолютно известна, перестает отличаться. И как только вы начинаете подводить эту структуру к структуре именно действия души, то получается, что вот платформой для всего того, что вы воспринимаете, да, значит, является опять же душа. Ведь она сразу же стыкуется со всей реальностью. А вы видите тот сегмент, который фактически как бы организовывается, в том числе душой, но как бы из бесконечных часто координат. И тогда получается, что вот этот мир физический, он находится внутри души. То есть я показал механизм, как внутри души можно найти, понять, то есть ввести внутрь души понятие, как понять, да? Как принять вообще. Тогда получается, что Бог имеет, первая координата определения, где живет Бог, находится внутри души человека. Это же очень простая конструкция, я показал, как она развивается. Значит, а раз внутри души человека, то там совершенно точные координаты. Достаточно реально рассмотреть, например, движение души, вот эту вот структуру, где душа смотрит на всю реальность, то есть, а значит, взаимодействует, да, создавая бесконечное количество целей, значит, то получается, что исходя из этого, если мы, например, ну, как бы смотрим уже с точки зрения физической реальности, мы имеем очень точные координаты, где находится Бог в физическом теле. И мы видим, что всю эту информацию воспринимает физическое тело. Вот тогда мы четко понимаем, что существуют координаты там, физического тела человека, который всегда знает, где находится Бог. Значит, координаты души, то есть зрение души, где знание — это есть динамика, развитие в сторону Бога. Почему душа развивается в сторону Бога? Да? Потому что вот зрение души именно направлено к Богу в динамике. Так рождается также и дух, стремящийся к познанию Бога и к Богу вообще. Поэтому получается, что как только дух стыкуется с Богом на уровне общих целей и задач, он передает телу очень важные знания, например, там, по вечному развитию. То есть творчество — это всегда соответствие вечности. Творческий процесс, возможность осознать нечто новое, да, это в том числе структура вечного развития, потому что с точки зрения вечности, вот, например, новизна, собственно говоря, да, сама новизна ситуации, она такова, что если, например, вы, скажем так, саму новизну видите как систему развития, вот, чтобы человек жил вечно, ему нужно, чтобы все-таки новизна была характеристикой его развития. В принципе, он может, конечно, человек постоянно одно и то же воспринимать, или какие-то там циклические системы, там, например, в миллион лет один раз меняться они могут, да, но новизна должна быть обязательно. И получается, что вот создание новизны, так как Бог делает интересно, например, свое собственное развитие, Он создает новую структуру, это все-таки информация, которая совершенно новая. Следовательно, вот зрение души, где цели управления создаются очень большом уровне, да, в больших порядках, и в принципе новизна перестает отличаться от известного понятия, потому что известные понятия и новые, они практически за счет скорости значит, выходят на то, что вы видите практически, ну, в общем-то, бесконечный уровень развития информации. Здесь получается то, что вы начинаете видеть, что вот новое, которое соприкасается уже как бы с известным в зрении души, становится абсолютно понятной душе. То есть душа переходит на позицию такую же восприятия, вот ближе уже как бы к внутреннему своему уровню, как это у Бога происходит. То есть понятия новые и старые, как бы любые вообще понятия, все-таки они все создают интерес развития. Здесь вот очень тонкий переход, что даже известное понятие создает интерес развития и стремление к вечному развитию. Поэтому как только мы вот эту грань выводим на управление, тогда человек развивается вечно, это точно. Когда из любого понятия, даже из известного, старого, прежнего и так далее, он видит стимул для вечного развития. И тогда получается вот построение новых знаний — это чисто умозрительный уровень, значит, где, скажем так, зачем человеку нужно, чтобы
какие-то лавины сходили, чтобы какие-то создавались проблемы и так далее. Зачем ему нужны какие-то новые ситуации, которые, в общем-то, даже могут быть проблемными, да? Значит, с точки зрения логики, существует в каждом элементе реальности система действия любого человека. То есть в коллективном сознании проявлена воля любого человека. Она, в принципе, достаточно жесткая. То есть если воля укреплена, то, например, лавина не сойдет. И получается, что ведь человек может быть проявлен так же, как Бог делает в области абсолютного уровня управления. И поэтому вот управляющие системы, которые эффективны, они могут сдерживать вплоть до землетрясений, лавин, потому что действительно, или там какие-то аварийные ситуации, да, их не допускать. Потому что вот эта жесткая конструкция как бы линии человека, где человек в бесконечном уровне все равно соответствует уровню, значит, действия Бога, они проявлены достаточно конкретно, и в принципе один человек может остановить вполне, причем технологически реально, например, взрыв АЭС, или не дать возможность взорваться ядерной бомбе и так далее, не допустить какого-то, например, катастрофического события, потому что его линия поведения, она достаточно, в общем-то, жесткая. И с точки зрения вот именно зрения души или действия души в бесконечной цели управления, в бесконечных целях управления, это понятно, потому что душа обладает способностью действия бесконечным количеством способов, значит, она обладает, ну, например, методом найти способ какой-то один, или набрать активность информации высокую и получить как бы суммарно высокое действие и так далее. То есть вечная конструкция имеет и принципы действий, которые вечные, или соответствуют, например, вечному развитию. Если брать по крупинке, собирать нужную информацию, вечное количество лет, конечно, управление произойдет где-нибудь пусть даже дальше, да, в будущем, но если следующий логически поставить момент, вот через миллион лет душа создала элемент управления, который совершился, да? Но ведь раз она вечна, значит, у нее есть конструкция взять и результат придвинуть сюда, механически просто, за счет управления. И получается, что тогда мы берем следующий сегмент вечности и потихонечку или быстро сегмент двигаем сюда. Значит, как таковой для души элементов неосуществимых реально не существует. То есть достаточно только правильно поставить позицию управления. И другой вопрос, вот что двигать к себе. Абсолютно, чем более созидательный элемент управления для всех, тем быстрее двигается сюда исполняемая как бы часть. Да? Там, естественно, остается какая-то матрица, какой-то опыт. То есть чем больше вы работаете с точки зрения прогноза систем, тем проще для следующего вашего события, тем более вы подготовлены к следующему событию. И вот здесь вот в целевом уровне управления души всегда существует вот эта связь. Душа всегда управляет с целью набрать опыт для самого человека. То есть знания человека должны быть не хаотичные, а, во-первых, касающиеся его самого, во-первых, лично, да? То есть зачем человек ходит в школу, когда как бы знания индивидуальны, все равно индивидуальные знания помогают человеку как бы в общей школе. То есть существует значит, некое пересечение с коллективным уровнем сознания, и также души людей значит, творят, да, так скажем, осуществляют какие-то свои личные программы, действия в условиях коллектива. То есть у душ людей или у души человека существует определенный уровень, где есть уровень коллективного действия. То есть, вот смотрите, Бог, когда дает жизнь человеку и, например, вечное развитие, Он видит коллективное действие этого человека, Он видит, где человек находится и так далее. То же самое, когда вы даете управление значит, в цели развития своей души, то вы видите, как души фактически как бы работают, в общем-то, как бы в коллективе. То есть коллективное действие души. То есть можно управление телом производить таким образом, что вы видите значит, действия, что вы можете создавать, например, какие-то звуковые формы, да, действия. Предположим, можно создать звук на большом расстоянии. Потому что душа, как бы, она такова, что если вы, например, создаете действие на большом расстоянии, то вы можете воспроизвести, например, звуковую вибрацию, какая разница, вы можете производить звуковую вибрацию, где вы захотите. То есть, получается, вы можете создавать материю, где захотите. И когда вы вот это вот действие как бы души рассматриваете как действие, идущее, например,
бесконечность, то вот целевое управление, например, неопределенными областями, где само действие, собственно говоря, оно не обусловлено, как бы, ну, что ли, так можем сказать, уровнем, ну, скажем, дальнейшего управления или уровнем как бы предшествующего управления, мы можем видеть, что вот новизна информации, да, которая существует, значит, с точки зрения того, что новизну можно создать, она содержит метод управления, как бы внешний метод управления светооптикой души. То есть новая информация — это все-таки внешнее управление. То есть вот здесь вот, если мы рассмотрим информацию как бы хаотично разложенной в пространстве управления и постараемся описать, да, с точки зрения свойств души, создавать звуковые формы на любом расстоянии, в любом месте, с точки зрения, значит, ну, не только звуковые, там, материальные формы, но почему именно звуковые? Через звуковую вибрацию там можно создать слово, да, и другие системы управления. И получается, что, исходя из этого, мы постепенно приходим к тому, что вот это коллективное действие души, вот, которое я описал, в общем-то, как систему внешней информации. То есть получается, что коллективное действие души фактически создает следующую конструкцию управления, что когда душа начинает приближаться к тому, что вот, где души коллективно действуют, душа начинает видеть, как из души фактически, да, возникает тело человека. То есть фактически в этот момент тело и возникает. Следовательно, вы можете увидеть, как Бог создает тело человека через душу, как бы, да, там, первого созданного человека, например. Или через, там, например, вашу собственную душу. И тогда понятно, что когда человек помогает другому, почему нужно помогать? Потому что вы участвовали в процессе создания. И получается, что вы уже ответственны, да, за него там. И видно прям, как работает ваш сегмент вашей души. Цель управления вашей души — это вечная жизнь, вечное развитие. Значит, вы все равно создаете жизнь где-то. А по уровню связи любого аспекта информации с любым другим, ясно, что ваше тело, да, и ваша душа, естественно, они участвуют в процессе создания физического тела человека, другого. Значит, получается, проблем нет, вы тело-то знаете, любого человека, другого, значит, свое тоже. И исходя из этого, исходя из цели управления душой, вы можете прийти к себе, вот, да, и путь к себе, он должен быть очень простым. Вот вы живы, вы не будете никогда умирать, и получается, что по аналогии, естественно, любой другой должен быть жив. Стремление к себе — это есть путь и другого человека. Ведь Бог показал такой же уровень, то есть стремление к Нему — это путь всех людей. И в данном случае, вот, например, там, технология воскрешения — это вот именно технология выхода к себе постоянно, видя свою собственную жизнь. И зная на уровне текущего времени, что вы вечно живущий человек, да? И тогда получается, что вот цель управления душой в данном случае, она выявлена в том, что душа должна показать, что все внешнее стремление к вам — это всеобщая жизнь, а стремление ваше — это вечная жизнь ваша. А там тоже всеобщая, но и вечная жизнь. Да? То есть душа еще начинает в цели управления как бы сводить конструкции в логическом плане. То есть душа обладает логикой определенной мышления. На самом деле душа, естественно, обладает не просто логикой мышления, но и как бы сверхлогикой. Да? Процесс логической души гораздо быстрее, чем, например, там, в системе восприятия. Но, значит, тем не менее, получается, что, исходя из этого, мы имеем такую конструкцию управления, когда, значит, если мы хотим понять, например, как душа создает, ну, там, предположим, звуковую форму управления, да, и каким образом звуковая форма переходит в слово, то есть хотим прислушаться, предположим, такого уровня, что ли, действия, что, значит, создание звука рождает слово, и слово рождает действие, мы получаем, например, встречную реальность, идущую к себе, там, вечную реальность. То душа, когда начинает работать логически, то мы начинаем видеть, что в цели управления души
душа управляет так, чтобы логику своего мышления передать на логику, например, сознания человека. И получается, как только человек начинает мыслить синхронно с душой, он, кстати, может, вот, например, мгновенно выздоравливать. То есть достаточно взять за аспект именно простую вещь, мышление души, увидеть, где это находится возле вас. Это, кстати, вот прям рукой показываю, где может находиться структура мышления. В оптике прямо здесь. Ну, в принципе, основное количество, ну, как бы количественные, да, такие основные системы управления, они часто очень четко проявлены. То есть они видны в виде там конкретных систем действия. И получается, что когда вы начинаете видеть вот эту вот цель именно ну, развития души, да, движение души в сторону вечного развития, то вы видите, как душа самоорганизовывается в вечность собственного развития. Если вот задаться вопросом, вот, ну, таким там, каким-то тривиальным вопросом, а как вообще душа организовывает собственную вечность? Да, понятно, она вечна, мы это знаем. Но давайте этот процесс рассмотрим. Где, в каком механизме она реализовывает эту вечность, ну, хотя бы там какие-то механизмы, да, посмотреть. Так вот, механизм очень простой. Она организовывает вечность, когда начинает синхронизировать то, что соответствует человеку, как отражение, да, человека. То есть у человека есть мышление, у души тоже. Значит, у человека есть там динамика, физическое тело. У души человека тоже. Понятно, что тело неразрывно связано с душой, но мы рассматриваем в данном случае глубинный, то есть вселенский, всеобщий или там фундаментальный смысл души. И получается, что как бы действуя по аналогии с человеком, то есть если мы рассматриваем такую конструкцию, что Бог создал человека по образу и подобию, а так действительно, то значит у Бога есть конструкции, которые, ну, похожи на действие человека. Потому что все равно же человек похож на Бога. Значит, конечно, что-то делает человек, и Бог действует подобно, естественно. То же самое. Действует значит, тело человека, значит, душа где-то действует подобно. И получается, что здесь происходит пересечение следующей конструкции управления, как бы, ну, с вселенским таким божественным смыслом всеобщего развития, макроспасения, что происходит постоянное, там, взаимное самообучение физического тела, да, логики, сознания, духа и души человека. И вот поэтому целью управления, да, души человека значит, часто является вот именно синхронизация или там нарастание вот этого процесса, взаимного там самообучения, взаимного саморазвития и так далее. И поэтому понятно, почему один человек, он бесконечный, что там весь мир, да? Потому что вот это развитие, оно бесконечно. И вот это и есть статус вечности души человека, где действие души не отличается от действия тела. А как только перестает быть отличие, да, все, человек уже стыкуется с Богом фактически в плане там вечности, и он становится вечным. Значит, душа становится здесь вечной, технологически вечной, потому что она постоянно совершенствуется, как бы с точки зрения внешнего наблюдателя, что она постоянно человека направляет, ну, как бы на путь так, именно точного развития, истинного развития с точки зрения самой души. Но тогда возникает вопрос знания души, а правильно ли вообще душа воспринимает, да, почему один человек достигает одного уровня развития, идет одним путем, другой другим. Поэтому с точки зрения там, уровней любой, с точки зрения Бога, на самом деле он равен. А вот именно почему пути разные, да? Так вот, именно вот этот уровень действия, значит, когда существует некая новизна, там, да, например, там, некая тайна, ну, предположим, есть там понятие, скажем, такое, как тайне вечернее. Вот почему существует понятие тайны, зачем оно нужно? Потому что здесь существует уровень вот, отделения, да, фракции неизвестного. Вообще понятие тайны, что есть нечто неизвестное, да, как будто бы. Как только мы концентрируемся на том, что такое существует, как нечто неизвестное, мы начинаем понимать все, что там было, но уже душой, но в принципе уже не в том, вот, где душа при приближении к душам других видит тело,
а в том, что тела людей передают знания душе. То есть видно, что если что-то произошло где-то, да, значит, ну, есть некая тайна, непонятно где, то ответ всегда существует от тела человека. И этот ответ передается душе другого человека. И поэтому вот это вот тайна, это есть на самом деле полный ответ. И, следовательно, как бы любая тайна имеет именно структуру полного ответа. И в принципе, ведь люди почему там, например, любят какие-то, ну, часто соответствие там тайнам, потому что человек всегда, ну, по крайней мере, он надеется на полноту ответа. То есть тайна как некий ключ, который там скрывает полный ответ. И, следовательно, в мире, в принципе, ничего не делается для того, чтобы что-то скрыть. Бог все сделал так, чтобы все было открыто. Еще один из принципов функционирования вечности. То есть таким образом душа набирает потенциал вечности, так скажем. Хотя она изначально вечна, но если мы считаем, что она там решила построить себя вечной сама, тогда, значит, как бы потенциал в том, что не существует ничего неизвестного. Тогда она должна вечно развиваться, чтобы это доказать, да, самой себе. И по аналогии, то есть она должна поставить цель, доказать. Кстати, мощный механизм самоизлечения. Значит, есть какая-то проблема, доказать, что душа способна выполнить, пусть душа сама работает. Кстати, вот четко видно, что работает только конкретно сама душа в этом случае. Можно этот механизм прям выбрать в управлении. Можно увидеть, как работает только дух, например, да, или там конкретно фракция сознания. Вот это в данной технологии достаточно просто видно, именно где цель души проявлена, целевое управление, например, душой проявлено, где речь идет о том, что значит, ваша душа делает целевое управление, да, можно сказать, целевое управление душой. Но можно сказать, что целевое управление самой душой осуществляет Бог. Потому что душой, там, например, другого человека, никакой другой человек, в принципе, вот именно управлять душой, такое вот понятие, в принципе, оно не существует. Душой другого человека. Душа — это абсолютно неприкосновенный уровень, созданный только Богом. Душа может только принять и развернуться сама. Да? Поэтому нужна полная свобода воли там, при передаче знаний, там, технологий и так далее. И получается, что исходя из этого уровня значит, действий, да, движений, мы имеем очень простой фактор, собственно говоря, так скажем, бесконечного развития тела уже человека. Что, ну, если, например, в целевых функциях души, да, где цель — это есть некое еще и развитие самой системы душа, мир, то есть некое логическое, что ли, действие души. Существуют какие-то конкретные механизмы, значит, получается, у тела тоже они существуют. И эти механизмы, они или идентичны вообще, в принципе, вот то, что я сказал, это задача тела, она такой тоже может быть, там, вечное развитие, и как бы всеобщая связь подразумевает вечное развитие. То есть если вот, например, мы берем и задаем вопрос какой-то одной клетки, да, своего тела. Значит, хочет ли эта клетка, например, развиваться вечно, да? Но ведь, во-первых, есть соседняя клетка, значит, если ей задать вопрос, ну тогда, получается, нам придется задать вопрос как бы вообще себе полностью, да, всему телу, там, ну 100%, да? Но тогда откуда мы должны задать вопрос, с какой клетки? Все-таки мы всегда оставляем какую-то клетку, которая как бы является источником вопроса с точки зрения тела. И получается, что раз таким образом, всегда одна клетка остается неопрошенной. А если одна клетка остается неопрошенной, то здесь включается мнение Бога. А Бог, естественно, говорит, вечно надо жить. Значит, и раз таким образом, получается, мы начинаем рассматривать, да, информацию, то получается, что тело имеет только совершенно однозначный уровень задачи. Тоже жить вечно. Я к этому причем пришел, вообще говоря, просто логически сейчас. Элементарно, как бы используя какую-то элементарную там, вообще математику даже, путем вытеснения там множественных понятий. И получается, что раз мы можем элементарно прийти
к такому мнению, например, то получается, что, соответственно, в жизни человека достаточно много элементарных мнений, да, по аналогии, раз душа имеет такой механизм, тело имеет очень простой механизм, значит, внешний мир тоже имеет механизм, который способствует, именно вообще не то, что способствует, а вообще единственный путь развития в этом мире — это вечное развитие физического тела, да, души. Получается, что если мы, например, имеем какой-то контактный уровень там, тела, да, и при этом мы, скажем так, рассматриваем, предположим, тело как элемент взаимодействия с внешней реальностью, то значит во внешней реальности существуют аналогичные законы. То есть там тоже есть образ подобия. В каждом элементе реальности существуют такие же механизмы управления. Таким образом, мы приходим к душе, вашей же собственной, но которая познала мир. То есть душа находится в какой-то области управления, потому что она понимает и знает, что там происходит. То есть понимание, знающее все системы, все причины развития этого события, этой области информации. И вот как только вы начинаете осознавать этот аспект, возникает мощнейший уровень, своеобразной энергии, так скажем. Фактически, кстати, это действительно энергия как таковая, так скажем. И эта энергия начинает быть постоянно с вами. То есть вы в любой точке реальности видите, значит, вот этот аспект мощной энергии, которая вас постоянно, напитывает, подпитывает, так можно назвать. И вы вообще неразрывны с этой энергией. То есть вас невозможно, вообще говоря, отклонить от цели. Тогда получается, что цель реализуется в любом случае. Физическое тело, душа человека и даже события начинают синхронизировать в плане развития осуществления цели, причем обязательно осуществление цели. И вы начинаете видеть, что даже самые сложные ваши личные конструкции, какие-то проблемы, может быть, какие-то более ранние заболевания, все это вообще практически просто ерунда, по сравнению с той силой, которую вы начинаете видеть. Как только вы ее начинаете воспринимать, эту силу, все, проблем нет. Все ваши более ранние системы начинают быстренько восстанавливаться. Вы приходите в норму с точки зрения физической нормы человека. То есть, чтобы человек жил вечно, он должен периодически приходить в абсолютно нормальное физическое состояние. Во-первых, лучше всего, чтобы он постоянно был таким, но, как правило, кто хорошо практикует, он всегда таким и остается. А кто уже достиг более-менее длительного состояния путем управления, иметь например, физические нормальные условия, практически быть здоровым, то он может так быть уже бесконечно. То есть здесь главное вообще-то опыт. Чем больше опыта, тем меньше шансов, в кавычках, что будут какие-то проблемы. И получается, что когда вы начинаете таким образом синхронизировать с миром, да, то можно видеть, что, взять какое-нибудь насекомое, которое, стрекоза, предположим, насекомое, которое, скажем, живет по каким-то внутренним законам. И нам становится понятным, куда это насекомое полетит тогда. То есть нам становится понятно явление мира, какие-то элементарные, что будет с какой-то травинкой и так далее. Как только вы входите в такое понимание, вы начинаете видеть, что мир прозрачен, то есть вы начинаете видеть будущие события, но тогда возникает как раз-таки то, что и возникло в этом мире. Человек становится автономным, то есть он существует независимо, он идет в этом мире независимо от других явлений, объектов, среди определенной системы информации. И вот таким образом человек и был создан. В плане именно целевых задач души, что развитие души, тела, внешних объектов информации и уже определенный уровень прогностический, даже уровень мышления прогностического, и уже тогда опять отделение, то есть человек сам себя организовал, сам ввел в матрицу, в некую матку, и сам же родился, получается. То есть получил автономию. Вот в отличие от Бога, у Бога просто внешнее пространство он создал сам.
себе, а человек в этом случае уже имел, созданное Богом. Но, тем не менее, механизм-то самоорганизации, он один и тот же. И с точки зрения вечного развития, значит, можно рассматривать следующий элемент, ну, некий элемент, как саморождение. Вот душа всегда самовозрождается в плане вот восприятия от Бога. То есть Бог дал ей этот механизм самовозрождаться. То же самое есть и у физического тела. И поэтому, чтобы, например, кстати, вот это мощный механизм омоложения, он связан с тем, что чтобы, например, сделать, например, омоложение, нужно ритм самовозрождения как бы немножко зафиксировать. И когда этот ритм начинает меняться, то человек именно возрождается как бы как уровень, ну что ли, воспринимаемый, да? Он где-то даже выражается определенным образом, да, в виде чувственного плана, там, взаимодействия с внешней средой, то вот эта вот система самовозрождения, она такова, что можно как бы скорость преуменьшить, значит, вот этой оптики, и тогда очень мощное оздоровление, потому что, во-первых, оно и с омоложением, но здесь вот этот вот, ну, собственно, некий шар такой, который крутит как бы время в механизме, так скажем, значит, взаимодействие организм, пространство и так далее, этот шарик начинает замедляться в кручении. То есть время как бы приостанавливается. И надо его чуть-чуть приостановить, чтобы мощный импульс отбросил человека как бы назад во времени. Тогда получается, что вот этот вот именно с точки зрения физиологии имеется в виду. Все события при этом, конечно, сохраняются внешние, да, и внутренние. И получается, что когда человек попадает как бы в более молодое, что ли, состояние, то мы видим одну очень интересную, достаточно, кстати, она непростая вроде бы, но познаваемая очень быстрая вещь, что есть некий волчок, некий центр, вокруг которого крутится вот как бы время человека. И вот эти вот его связи, когда есть цель управления от души, значит, идущие, предположим, на уровень бесконечного развития, значит, здесь вот эти вот все внутренние связи, это есть, собственно говоря, сама душа человека, которая воспринимается как бы самой же душой, но находящейся, например, в теле человека. То есть мы начинаем видеть, как сама душа анализирует самую себя, то есть видит себя со стороны, но при этом не теряя связи. То есть это достаточно удивительно, на самом деле, в общем-то, ощущение. То есть вроде как никакого разрыва нет, но с другой стороны полностью видно всю систему своей души. Также устроено и тело человека. Клетка может анализировать соседнюю клетку, но нету разрыва. И вот если этот механизм перенести на уровень клетки, например, то можно оздоровить весь организм, если есть хотя бы одна здоровая клетка. А одну уж там придумать клетку всегда можно здоровую. И получается, что исходя из этого мы имеем вот такой мощный механизм взаимосвязи как бы различных сегментов тела человека. И при этом, при всем, мы имеем, что тело, по сути, это достаточно очень мощный изначально уровень, ну, как бы реальности, да? Скажем так, почему там, при таком количестве техники, различных неустойчивых процессов в этом мире, тем не менее, в основном, ну, как бы, можно сказать, не так часто, конечно, лучше бы вообще не было там катастроф, да, но тем не менее, все-таки они не так часто происходят, потому что тело человека обладает, на самом деле, колоссальным уровнем противодействия, воздействия на него. С одной стороны, это вроде бы, как бы, с точки зрения механики, да, имеет определенную плотность, но с точки зрения взаимодействия, цели действия души по отношению к телу, оно имеет сверхмощность, это тело. То есть цель действия души по отношению к телу — это вечное развитие, следовательно, тело должно быть, да, там, ну, прочнее стали, если так говорить, и так далее, по специфике развития. Сталь же она и та же изнашивается, это бесконечность, а тело не должно изнашиваться. Следовательно, получается, что мы при такой позиции именно цели действия души, значит, направленные на физическое тело человека и направленные на бесконечное развитие, видим, что тело таким и становится. То есть цель
определяет свойства. Чтобы свойства были соответствующие, просто душа должна там, своевременно поставлять информацию о будущих событиях. То есть прогностические свойства души. Но душа, она уже имеет всю будущую информацию. То есть этот вопрос тоже решен. Следовательно, здесь вопрос только лишь в задаче и в структуре личности, когда личность значит, так определяет свои действия, когда действие личности совпадает с целью души, именно в бесконечном развитии, тогда у личности осуществляется практически любое созидательное управление. И причем осуществляется обязательно. В том числе и управление направлено на задачу именно вечной жизни в физическом теле конкретного человека. Не говоря уже о том, что можно, конечно, вылечить любое тогда заболевание и так далее. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.